Добрый день, друзья! Продолжение видео о пересадке 3 орхидей. Ссылку на первое видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Но очень коротко расскажу, что я делала в первом видео. 3 орхидеи были посажены в горшок в форме лодочки. Росли они в этом горшке почти 4 года, нарастили большое количество корней. Я все время смотрю, где начинаются корни. Пытаюсь найти, где начинается или заканчивается вот этот корень. Я аккуратненько пытаюсь его достать. Вот он движется. Вот этот корень. Смотрите, какой он длинный. Попытаемся его достать. Не все я могу показать. Не все это удобно показывать. Но вот вы видите, что я достаю этот корень отсюда. Смотрю, что мне еще мешает. И вот этот корень. Вот он какой длинный. У меня даже руки не хватает, чтобы поднять. Вот этот корень я сейчас доставала. Видите, как отлично растут корни. Но их слишком уже много. И слишком они старые в этой посадке. Вот. О! Видите, все просто. Не знаю, что снимает Миша, но мне вот так удобно держать. И вот теперь я смогу их отделить друг от друга. Господи, даже стола не хватает. Так. Пробую уложить и разъединить. Но опять надо смотреть, какие корни не пускают сделать это разъединение. Так что все равно приходится этим плетением заниматься дальше. Так, первую будем отделять вот эту орхидею. Вот эту. Так не получается. Значит, опять ищем, какие корни куда переплелись и почему я не могу спокойно взять эту орхидею и отделить. Корень соседней орхидеи пророс в первую орхидею и очень ее крепко держит на этом корешке. Ювелирная работа. Так, получится. Что-то где-то держит еще. Теперь смотрим корни первой орхидеи. Может, они переплелись где-то с корнями следующих орхидей. Да, вот один корень я нашла. После этого опять пробуем отделить. Опять не получается. Значит, еще где-то корни держат друг друга. Все приходится рассматривать очень внимательно. Иначе мы сейчас столько корней здесь повредим. Да что ж тут не пускает-то? Так, вот нашла еще один корень, который не пускает. Вот он. Мне и вам неудобно показывать, и самой сложно смотреть. Ну, в общем, все понятно, что тут еще на пару часов. Хотела еще пару сказать, что часов. это сейчас получится очень быстро, но не получается. Ты подождешь? Вот почему еще не получается. Как сейчас как показать. Вот этот корень, вот пальчиком показываю, он растет прямо вот в той орхидее. Вот он проходит опять сквозь орхидею. Заканчивается он недалеко, но он
очень сильно ее держит, там между корней, по стволу, все это вместе почти срослось. Если его оттуда не достать, а он растет между двух цветоносов, старых, бывших, то разделить орхидеи не удастся. Надо резать цветоносы. Да цветоносы Старые. там такие тонкие. Вот чем неприятны такие посадки. Все, вот этот был последний корень, с которым я воевала. А теперь давайте вот так аккуратно, аккуратно, аккуратно будем смотреть, куда еще эти корни уходят. Вот, видите, как все. Ну и просто, и сложно. Так, сейчас получится. Не может не получиться. Должно получиться. Так, придется еще руками. Так, так, так. Так, корень другой орхидеи. Этот сюда, этот сюда. Ну вот. Первая орхидея, с которой нам удалось справиться. И вот такие длинные корни. И еще две орхидейки, которые мы сейчас тоже освободим друг от друга. Вот они, корешки, сплетены между собой очень-очень плотно. Сема не выдержал. Сема. Ну, здесь все точно так же. Вот один корень очень-очень близко растет к стволу соседней орхидеи. Вот тот, кто вяжет, меня поймет. Распускать петельки, искать, где какие ниточки спутались. Это вот именно для вязальщиц и для вышивальщиц. И для распутывателей лески на рыбалке. О, да, точно, и для распутывателей лески на рыбалке. Это мое самое любимое занятие, помогать всем распутывать, если вдруг запуталась леска на рыбалке. Поэтому для меня это не так сложно и даже в какой-то мере очень интересно. Вот и все. Вторая. И третья. У меня на это ушло 40 минут. Не так много. Я думала, что будет больше. А вот теперь как их посадить? Ну, теперь я вам могу показать каждую орхидею. Вот это та орхидея Готрис, о которой я говорила. У нее две детки. И как-то очень интересно с этими детками получилось. Я увидела, что с одной стороны у нее появилась детка, и с другой стороны. Но с одной стороны детка сразу выросла, а с другой стороны нет. И так как орхидеи растят корни все время, я не заметила. А вот сейчас вам покажу, что же я не заметила. Вот это первая детка, которая не стала расти. Вот она глубоко была. Но сразу появилась вторая детка. Вот две детки и материнское растение. Так как оно уже очень крупное, я бы отрезала весь этот стволик тут. И детки уже цвели. И мама цветет все время. И у мамы растет один новый корень. С другой стороны вот тоже молодой корень. Длинный. И у деток много корней, и разделять я их не хочу. Эту орхидею я посажу отдельно. Вот такой горшочек. Но сначала приведу ее в порядок. Давайте это видео будет состоять из двух частей, потому что очень долгий был разбор полетов с корнями. А надо посадить все три орхидеи. Надо их зачистить, посмотреть, какие корни. Вот здесь есть на орхидеях черные основания. Это все нужно убирать.
рассматривать все корни орхидей. Так что видео будет состоять из нескольких частей. Проверил. Ты все проверил? Можем начинать? Все, лежать. Все, Марк. О, да, сейчас будет керамзит на полу. И пришло время их пересаживать. Корней так много, и они такие длинные. Что пересаживать я теперь их буду в разные горшки. Из маленьких мини-орхидей они превратились в совершенно другие орхидеи. Одна орхидея вырастила 2 детки, и я не хочу отделять деток, посажу маму вместе с детками, потому что детки цвели вместе с мамой. Пусть так и живут дальше. Другая орхидея стала крупной, и корни огромные. И еще одна орхидейка, которая вот в этой посадке мне не нравилась больше всего. О ней я тоже расскажу. Давайте начнем с орхидеи, которая растит 2 деток. Обе детки прикорневые. Вот это одна детка, это вторая, а позади находится материнское растение. Они прекрасно себя чувствуют вместе. У деток корни росли почти все воздушные, а у материнского растения корни были в горшке. Но корни материнского растения более старые. И сейчас мы поработаем над тем, чтобы омолодить эту орхидею, а потом сделаем посадку. Омоложение не очень большое, но все-таки нужно привести в порядок орхидею. Старые цветоносы, засохшие, нужно отрезать. Корни старые, эти короткие, их тоже нужно отрезать. И вот, казалось бы, длинный корень. Но в середине корня он мертвый. И таких корней у этой орхидеи 3 штучки. Если я посажу орхидею с этими корнями, то этот корень моментально потемнеет и будет опять гнилой корень в посадке. Сажать с такими корнями не надо. Как я это буду делать? Во-первых, спиртом обработаю секатор. Режущее лезвие. Дам секунд 10 испариться спирту. И потом можно работать. Отрезаю сухие части корней. Сухой цветонос. Короткие старые корни, они почти сухие. Еще есть один такой корень. Сейчас будет видно, что от небольшого корня рос вот этот длинный корешок. И этот корень старый. Ну, естественно, этот длинный корень уже очень-очень старый.
Вот это кусочек от старого цветоноса. Отрезаю от сухого ствола орхидеи. Давайте буду работать быстрее. Корень, цветонос. Еще один старый корень. Об этих 3 корнях я вначале и сказала. Все эти 3 корня я отрезаю. И черную часть ствола орхидеи обрезаю до живого. Срез можно обработать корицей, перекисью водорода или толченым углем. Я буду обрабатывать перекисью водорода. 3% перекись водорода. Нет, она не обжигает растения. Она просто обеззараживает срез. И надо еще обрезать сухие кончики корней, если они есть. Концы корней не дорезаю до живой ткани. Есть сломанные корни. Если вас смущает этот корень и есть достаточное количество живых растущих корней, то его тоже можно отрезать. Я всегда это делаю вместе с лома корня. А стволик орхидеи очищаю от старых сухих частей листьев. Здесь все чисто. Первая орхидея готова к посадке. Я просто пока поставлю в горшок. Займемся следующей орхидеей. У этой орхидеи тоже длинные корни. Есть погибающие корни. Она много раз цвела. Смотрите, сколько цветоносов сухих. Тоже нужно привести орхидею в порядок для того, чтобы посадить. Давайте смотреть, какие корни у этой орхидеи. По-моему, у этой орхидеи самые длинные корни из 3, что были в этой посадке. Я всегда стараюсь отрезать старые желтые корни, потому что 100% при посадке эти корни сразу погибнут. Например, вот такой корень. Видите, он весь желтый, погибающий корень. Так, смотрим дальше. Разбираемся с корнями дальше. Так, здесь придется очень кардинально вот эти все старые корни обрезать. Вот есть живой корень, он длинный, но вот эта часть корня мне нравится, хотя вот здесь не очень хорошая часть, но можно посадить с таким сломом корня. А вот этот корень, он мгновенно погибнет. И этот корень я обрезаю в том месте, где он рос.
где он выходил из основного корня, то есть вырастал из основного корня. Также смотрим и другие корешки. Вот средняя часть, она мертвая, и не факт, что дальше корень будет расти. Точно так же. Так, а вот этот корень буду отрезать вот здесь, вот эту черную часть обрежу. Здесь нужна обработка, срез живой. А вот рядом растет корешок, он уже совсем погиб, сухой, пустой. И вот так медленно, но верно избавляемся от старых корней, оставляя, не могу сказать, что молодые, но живые корни, подающие надежды на рост. Казалось бы, еще один корень. В конце он зеленый и вроде бы как растущий, а здесь все уже погибло. И основной корень, он тоже настолько старый, что может сразу погибнуть. У него даже от ствола идет сухая ткань, и этот корень я уберу. Отрезаю полностью. Сухие кончики корней. Так, смотрим, что у нас осталось. А вот вы знаете, вот этот еще корень я все-таки обрежу. Так, ну вот. Вот еще корень, который вызывает у меня подозрение, будет ли он расти. Так, и вот это. Вот эти два длинных корня. А вы знаете, я их оба отрежу. Здесь сухая ткань. У этого корня сухая ткань. Достаточно у орхидеи корней, чтобы она прекрасно себя чувствовала. Вот это тоже пустой корень, совсем пустой. Ну что, вот такое количество корней орхидеи я оставляю. И работаем с стволом и основанием орхидеи. Это все цветоносы. Их можно отрезать. Вот, 8 раз цвела. Черную часть отрезаю. Очищаю от старых листьев. Ну, это не листья, это уже кусочки от листьев.
И срез обрабатываю перекисью водорода. Так, эта орхидея тоже готова к посадке. Пусть стоит в горшочке пока. И последняя орхидея. Больше всего я волнуюсь из-за этой орхидеи. Во-первых, мне не нравятся ее листья. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Продолжение обязательно будет.